Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 7 августа, среда. Естественно, сегодня я начну, как вы догадываетесь, вероятно, сообщение о том, что происходит в Курской области. Надо сказать, что информация поступает скудно, весьма скудно, и прежде всего это вызвано тем, что практически молчат представители официальных властей Украины. Так удается урвать кое-что, в основном с российских средств массовой информации, от заявлений российских представителей, ну и кое-что еще поступает в результате анализа в Соединенных Штатах и в Великобритании. Я вам собрал информацию, вот буквально последнее, что есть на 14:00 на сегодняшний день в Соединенных Штатах. Ну, начнем, вероятно, с спешного заседания или встречи Путина с представителями. Я, наверное, думаю, что это что-то было похоже на сборная солянка Совета национальной безопасности Раши, где Путин фактически взял ответственность, вернее, не ответственность, он никогда не берет на себя ответственность, взял ситуацию, как выразились Russians, в Курской области под свой контроль. Выглядел взволнованный, строгий и очень раздраженный. Затем последовали другие встречи, и главная из них, наверное, была встреча, в ходе которой Герасимов, начштаба российских вооруженных сил, доложил о ситуации. Ну и пока оказалось, что то, что происходит сегодня, и то, что было вчера, когда началась атака ВСУ через границу с Курской областью вглубь российской территории, свидетельствует о том, что вчера Путину врали его же генералы, ну, как всегда. То есть вчера речь шла о том, что там небольшая группа проникла в составе ВСУ, в составе где-то 300 с чем-то человек, и все они были уничтожены, и там немереное количество техники, якобы около 50 единиц украинской бронетехники полегло, то есть всех остановили, сейчас будем выгонять, всех уничтожили. Сегодня оказывается, что не 300 военнослужащих ВСУ, а около 1000 уже. То есть это совсем другие масштабы. И были не уничтожены, не выдворены с российской территории, а продвинулись вглубь российской территории. То есть вчера еще были бои возле станции, через которую проходит крупный газопровод в Европу, по которому российский газ до сих пор туда поставляется, главным образом, в Австрию и в Венгрию. Ну, где-то до конца года по контракту он будет еще поступать, и потом это все должно прекратиться. Но там сейчас идут переговоры о том, чтобы азербайджанский газ поступал в Европу по этому газопроводу. Хотя скептики и подозрительные люди с настороженностью наблюдают за этими переговорами по поводу азербайджанского газа, потому как опасаются, что вместо азербайджанского туда будет закачиваться и в Европу по-прежнему, а может быть еще в больших количествах будет идти именно рашинский газ, поэтому глаз да глаз нужен. Но тем не менее, значит, очень важная станция газовая Супо в Суджи. Так вот, вчера еще за нее шли бои, артиллерия работала, а сегодня она уже, как сообщается, находится под контролем ВСУ. Ну и дальше возникает вопрос о судьбе Курской атомной электростанции в Курчатово, что открывает совсем другие перспективы всей этой операции, если она только осмысленная операция, а не очередной пиар-ход некоторых представителей властей Украины, что тоже не исключено. И вчера, значит, были сомнения и разные точки зрения по поводу смысла этой операции. Ну, помимо того, что это пиар-ход, как уже было в Белгородской области, когда там некий российский, что ли, корпус, короче говоря, там якобы российские добровольцы, которые на стороне Украины воюют против путинского режима. Вы помните эту историю, которая ничем не закончилась? Ну, вопрос, а может это то же самое? Или же предполагали, что это попытка осознанно провести операцию тактического характера для того, чтобы отвлечь российские войска с других участков фронта, там, где они пытаются наступать, это вот Торецк, там, в общем, на Донбассе.
Ну, а теперь, оказывается, забили они тревогу, что речь идет не больше, не меньше, как о Курской атомной электростанции в городе Курчатов. И это приобрело совсем тогда другое значение. То есть наиболее бешеные представители украинских властей, в частности, есть там такой Дмитрий Рогозин, может, вы знаете его, это бывший представитель Раши в НАТО, затем он был главой Роскосмоса, довел российскую космическую промышленность и вообще сферу деятельности до полного упадка. Ну, такой шумный, бестолковый, очень громкий пиар-человек. Так вот, он кричал, там, что речь не больше, не меньше идет о ядерном шантаже, что вот ВСУ хотят захватить эту атомную станцию, а потом или шантажировать Рашу, а вместе с Рашей там чуть ли не всю Европу, или же захватить ее, а потом обменять на Запорожскую атомную электростанцию. Короче говоря, тут уже ставки больше, чем жизнь. Ну, конкретно, что сказал Герасимов? Украина понесла 315 человек. Это потери. 100 убитых, 215 раненых. Как они их считали, нам Богу известно. Уничтожено 54 единицы бронетехники, 7 танков. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу, сказал он сегодня. Хотя вчера Министерство обороны Раши рапортовало о том, что враг уже выдворяется, то есть уже все практически заканчивается. А теперь оказывается, надо освобождать гораздо большую часть территории рашинской, чем это было вчера. Потому что в 10 милях о границе, как саркастически пишет Daily Telegraph британская, внезапно для Russians было обнаружено более чем в 3 раза больше солдат, чем они, вооруженных сил Украины, чем они рапортовали Путину вчера. И они не были вчера отбиты, как заявляла Москва. Москва усилила охрану Курской атомной электростанции, развернув там системы противовоздушной обороны. Вроде бы речь шла о 4 установках «Панцирь-С-1». Однако, что интересно, национальные гвардейцы Раши, находившиеся на атомной станции, были переброшены для подкрепления на границу, сопротивляться для того, чтобы оказать сопротивление продвигающимся силам ВСУ. И вот эта переброска национальных гвардейцев Раши оставила на Курской атомной электростанции только женщин для ее охраны. Об этом сообщил в британской газете один из инсайдеров. То есть Курская атомная электростанция готова, она открыта. Просто дух захватывает. Вот бы сейчас туда Буданова с соответствующим контингентом его специалистов. Россия перебрасывает подкрепление, но уже известно, что Украина контролирует ключевую газоизмерительную станцию Суджа, через которую газ идет в Европу. Вчера за эту Суджу еще шли бои. Сегодня она уже под контролем ВСУ. Ну, Москва заявила, что направила резервы, чтобы помочь отбить занятые ВСУ территории. Эти резервы поддерживаются танками. Ну и вообще это вторжение, как они называют, ВСУ, является, пожалуй, крупнейшим за все время войны на российской территории. Потому что они не считают то, что было в Белгородской области, потому что тогда это были не ВСУ. Тогда это были якобы так называемые российские добровольцы, враги путинского режима. А вот это существенный фактор эскалации, как ни крути, потому что вооруженные силы одного государства перешли вглубь территории другого государства. То есть это серьезное изменение обстановки. Ну и действует весьма эффективно, пока целенаправленно, и там просматривается очень серьезная цель. Во вторник российская армия и органы безопасности были поставлены в тупик прорывом на границе Курской области. И к концу дня вчера Путину поступила телеграмма. Цитирую: «Продвижение противника дальше на территорию России предотвращено». Повторяю, после этого была уже взята Суджа, и после этого, а там где-то, говорят, около 30 километров, ехали по прямой, и Курчатов, и
атомная электростанция, охраняемая женщинами. Ожидается продолжение ожесточенных столкновений, поскольку силы из Украины, возможно, как армия, так и антипутинские российские так называемые партизаны, это вот этот корпус, так называемый российский, что ли, он добровольческий, по-моему, корпус называется, продолжают продвигаться вглубь российского региона. Москва потеряла 2 вертолета К-52, один из них, предположительно, был сбит беспилотниками First Person View, он был продемонстрирован горящим. И Москва, как саркастически пишет британская газета, которая ежедневно обстреливает украинское гражданское население и территорию, разгневалась на эту террористическую, в кавычках, значит, атаку. По словам местного губернатора, за ночь на регион обрушились волны атак украинских беспилотников. И из них, то есть волны, из них система обороны России уничтожила всего 5. Плохо, как везде, плохо на территории Раши работает система ПВО. Еще одна очень важная вещь. То есть оказалось, что Путин нагло лжет. То есть это не то, что оказалось, всем это и так известно. Еще одно очередное подтверждение. Он же, а также другие представители, высшие представители режима путинского, всегда утверждали, что призывники не используются в районе боевых действий. А тут оказалось, что вот эту границу всю охраняли именно призывники, то есть неоперившиеся салабоны, у которых молоко не обсохло, ничему не обученные, и значительная часть из них была взята в плен. И тут газета приводит их показания, раскаяния там, и так дальше. Короче говоря, вот эта картина, которая вырисовывается в результате происходящих событий, она описывает просто ужасающее состояние обороны Раши, которая вот увязла в этой, на территории Украины, и все остальное, ну, практически готово. Готово для захвата, то ли со стороны Китая, то ли со стороны кого угодно, того же самого НАТО. Раша не может ничего этому противопоставить. Больше, чем на один фронт украинский, Раша, и то с трудом, Раша, оказывается, ни на что не способна. В течение ночи был обстрелян уже Курчатов, это там, где находится эта атомная электростанция. Это ядерный шантаж, написал Рогозин, тот, о котором я вам говорил. И настаивает на полном разгроме тех подразделений ВСУ, которые это осуществляют. Отмечается интересная особенность нынешней вот этой операции. Украина не дала никаких официальных комментариев. Хотя с ее стороны границы были отмечены некоторые военные действия. То есть войска ВСУ перешли со стороны Украины, перешли границу. Никаких официальных комментариев. И вот это, да, это интересно. Это интересно. Не слышно представителей ОПы, пиарщиков профессиональных, не слышно заявления Буданова. И это можно трактовать, конечно, по-разному. Вообще, это то, как и нужно действовать в таких ситуациях. Поменьше разговоров, побольше спокойно дела. С другой стороны, но, во всяком случае, тут нет за что будет схватить за руку, если что-то пойдет не так. То есть это школа просто выживания бюрократии. Не надо трепать языком, потому что все может развернуться не так, как хочется. С другой стороны, возникает вот какой практический вопрос. То есть то, что мы имеем сейчас фактически, это серьезный, очевидный удар вглубь рашинской территории. Причем он более серьезный, чем, скажем, ракетный удар. Ну, там прилетела ракета, там бомба была сброшена на какой-нибудь, допустим, рашинский аэродром. Ну, железо, да, ну, взорвалось, можно сказать. Там не туда залетел дрон, там, ну, случайно, один раз, извините, больше не будет. А тут это совершенно сознательная операция. Вопрос. Руководство Украины обращалось за согласием союзников на эту операцию, на удар вглубь вражеской территории или нет?
Что-то мне подсказывает, что не обращались. Ну, потому что, с одной стороны, всегда можно сказать, а что, мы своими силами, мы своим оружием это делаем, имеем полное право. И правильно, имеют полное право. Второе соображение. Я вам говорил неоднократно об этом. С точки зрения западного менталитета, правовых систем Европы, Соединенных Штатов Америки, то, что не запрещено, причем конкретно, или в результате договора, или какого-то там письменного контракта, приказа, то, что не запрещено, позволено или дозволено. Не спросили до этого, ну, наверное, просто в Вашингтоне я допускаю, что и в голову не приходило, что, возможно, вот такая атака силами ВСУ, а не каких-то там добровольческих партизан. Так вот, значит, в голову не приходило, значит, в голову не приходила мысль не разрешать, а значит, позволено. Вот так бы и раньше надо было действовать. В мае месяце, когда имелось разрешение от министра иностранных дел Великобритании Камерона использовать Storm Shadow по назначению, куда долетит, на всю длину этого радиуса действия Storm Shadow. И, к сожалению, когда началось наступление рашенских войск в направлении Харьковском, эти ракеты не были использованы. Теперь кто-то взял на себя ответственность, все это происходит, вот, но теперь остается только пожелать удачи и посмотреть, что это все-таки было. Надо разобраться в этом. То ли это пиар-акция, как это было с добровольческим корпусом, скорее всего, то ли это стратегическая серьезная операция. Я думаю, скоро мы об этом узнаем. Далее сообщается, украинская армия регулярно обстреливает российскую территорию артиллерией и ракетами. То есть вот оно, вглубь территории. Опять-таки, что такое? Пошли ва-банк, или же опять получили разрешение, типа, как Камерон сказал, только не публично, а так, в кулуарах назрел момент. Скоро мы должны узнать об этом, потому что это меняет все, по большому счету. Прорыв на территорию России показал, что Путин врал своему народу о том, что не будет отправлять призывников в зону боевых действий. Ну и так далее. Вот что известно на настоящий момент. Какие результаты? Значит, какое резюме временно можно подвести? Чудовищная слабость Раши. Ну просто чудовищная. Какие-то там, сказали, 300 человек сейчас. Но даже 1000 сейчас. То есть говорят, что там участвует 22-я механизированная бригада. По официальным данным, ее численность около 2000 человек. Но и надо полагать, не вся она введена в бой. То есть около 1000 человек и натворили такое, что Путин целый день совещается с каменной физиономией. Униженный и оскорбленный, это видно всем, по крайней мере, британским, американским средствам информации, это видно, и это показывают в прямом эфире. То есть это полное размазывание фейсом об тейбл, во-первых, этого гнома, бледную моль, и вообще всю вторую армию мира, за ним, которая стоит, и всю Рашу на весь мир. Это, конечно, позорище. С другой стороны, это показывает возможности бойцов ВСУ и их командование на уровне до, по крайней мере, или включая командование на уровне бригады. Что будет дальше, как там выше, мы узнаем в ближайшее время. То ли опять-таки дал приказ ребятам, вернее как, им был дан приказ выполнить поставленную задачу. А вот какой смысл в нее вкладывали те, которые дали отмашку, дали указания, вот, скоро станет известно. То ли там есть стратегический замысел, то ли тактический. Тактический может быть оправдан. Отвлечь какую-то часть российских войск других участков фронта. И они уже это делают, они перебрасывают в спешном порядке из Донбасса свои резервы или часть боевой техники и личной живой силы оттуда. А вот стратегическое, понимаете, дело, конечно, стрёмное, но когда против тебя превосходящий силами противник развязывает такую агрессию, и судьба страны висит на волоске, тут надо применять оружие судного дня. Поскольку, вот в Израиле таким считается атомное, ядерное оружие, поскольку у Украины такого нет, то вот операция в связи, скажем так, мягко, с Курчатовской станцией
может как раз и быть таким вариантом. Очень рискованный вариант. Для этого нужно в руководстве страны иметь патриотов, для которых главное – это интересы государства, и которые в состоянии брать на себя ответственность. То есть вот в ближайшее время мы узнаем, как с этим делом. Потому что если это стратегическая операция, то тогда был бы смысл. Но я так, понимаете, я не строевой армейский офицер, ну вот с точки зрения разведки, а у нас военное дело в академии, ну тогда это называлось Краснознаменный институт, читал полковник из Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза. То есть какой-то уровень знаний и квалификации вы можете себе представить. Так вот, значит, с точки зрения тех знаний, которые я тогда усвоил, сейчас бы имело бы прямой смысл нанести мощный удар Storm Shadow по тем оставшимся базам, которые имеются у Раши на территории Крыма. То есть удары в двух направлениях. В предыдущем видео я вам рассказывал, ссылаясь на источники, в том числе из Украины, о том, что ВМФ Раши, Черноморский флот, ушел фактически с Крыма. Сейчас в спешном порядке убираются самолеты. Часть, причем часть из лучших систем противовоздушной, противоракетной обороны была уничтожена. Вот самое время добить все остальное, что там осталось. И продвигать дальше атаку в направлении Курчатовского объекта. Ну и посмотрим, что очень скоро узнаем, что скажут союзники. Пока они молчат. Меня прежде всего интересует информация из Вашингтона. Думаю, что она как-то должна прозвучать в ближайшее время. Но тут, сами понимаете, отвлекает выборы и затем отвлекает ситуация на Ближнем Востоке, которая требует внимания. Путин только-только начал там пытаться демонстрировать голубя мира, и тут на тебе такая неожиданность, прямо недалеко от Москвы. Ну, Курская область, не так далеко, правда? Теперь перейдем вот на этот самый Ближний Восток, от которого Путина оторвали, но ненадолго. Внимание его. Как сообщается, то есть откуда они взяли это, я не знаю, но по сообщениям Newsweek, Путин сказал Ирану, это после Шойгу, после того, как Шойгу туда приехал и попросил, дал совет, не слишком стрелять и лучше не попадать по гражданским объектам израильским. В случае, значит, если Иран все-таки пойдет на этот ответный удар. Ответный – это в ответ на ликвидацию лидера Хамаса Хани, которая имела место в Тегеране. Так вот, Путин теперь вслед для того, чтобы подтвердить и усилить сообщение Шойгу, он сказал Ирану избегать жертв среди гражданского населения Израиля при любой ответной атаке на Израиль. Это подчеркивает ограничения, с которыми Иран сталкивается при подготовке ответных мер. То есть его предупредили раньше, значит, что лучше этого не делать. Попросил, тогда он только просил Шойгу, теперь Путин говорит. Фактически чуть ли не инструкции, если так жестко следовать словам, которые, значит, употребляются в этом заявлении. Это призыв к сдержанности, который, вероятно, поддержат многие министры иностранных дел из 57 стран, входящих в Организацию исламского сотрудничества, на встрече в Джиде в среду, сегодня, поскольку напряженность на Ближнем Востоке растет. Миротворцы ООН на израильско-ливанской границе никогда не были в столь напряженной ситуации, ожидания, значит, больших событий. Ну, тут же возвращается американская печать, говоря об этом заявлении Путина. То есть, несмотря на то, что у него горит уже рядом с Москвой, он на Ближнем Востоке. То есть, он на этом деле зациклен. Для него это важно. То ли потому, что он пытается, как-то так чует, что дело плохо, жареным запахло, пытается каким-то образом наладить мосты с американцами и европейцами. То ли что-то еще там, о чем я дальше вам скажу.
пока нам неведомое. Но вот активность его не утихает на Ближнем Востоке, а наоборот усиливается. Но в это же время, значит, анализируя все эти высказывания и ходы Путина, Шойгу, американские СМИ, ссылаясь на Институт изучения войны, отмечают, что Шойгу сильно преувеличил успехи России в Украине, который недавно обозначил. Так, согласно Шойгу, середины июня 2024 года, когда, уже в самом разгаре, в полной мере заработала операция рашенских вооруженных сил на Харьковском направлении, он заявил, что с середины 24 года, вернее, июня 24 года, Russians установили контроль над 420 квадратными километрами, захватили, или, как они говорят, поставили под контроль. Вот Институт изучения войны обнаружил реальное свидетельство, которое подтверждает, что за это время российские войска захватили в 2 раза меньше. 2. Об этом заявили в американском аналитическом центре. И это, значит, звучит, не зря они рассказали, потому что они сказали это после того, как что-то там произнес Шойгу в Тегеране во время встречи, уговаривая иранцев не очень стрелять по Израилю. Но помимо усилий Путина и Шойгу, Энтони Блинкен предупредил Израиль и Иран об эскалации в отношении конфликта. Дал, высказал пожелание или предупредив, чтобы ни одна из сторон не эскалировали конфликт, и чтобы он не обострялся. Израилю эта была рекомендация донесена напрямую. Что касается Ирана, то, как сказал Блинкен, мы ведем интенсивную дипломатическую работу с союзниками и партнерами, через них донося эту информацию непосредственно до Ирана. В то же время он подчеркнул, чтобы ни у кого не было никаких сомнений, Соединенные Штаты будут продолжать защищать Израиль от нападений. И отметил, что все в регионе должны понимать риск эскалации просчетов и возможных катастрофических последствий. Сегодня произошло еще одно важное событие для ситуации там, в том регионе. Хамас на место убиенного Ханни Хамас назначил нового руководителя Политсовета. Им стал Яхью Синвара. Не знаю, где тут ставить ударение. Синвара. Теперь он, значит, главный там руководитель Хамаса. И как только это прозвучало, Энтони Блинкен заявил журналистам, что именно Синвара теперь должен помочь добиться прекращения огня, поскольку он и остается главным решающим фактором. Но вот это заявление, то есть оно демонстрирует, с моей точки зрения, с одной стороны, поспешность со стороны американского министра иностранных дел, с другой стороны, плохую ориентацию в вопросе «кто есть кто», то есть в деталях того, что там происходит. Потому что если бы господину Блинкену, глубоко мной уважаемому, референты рассказали, кто такой Яхью Синвар, то вряд ли бы он выражал такой оптимизм, что он там может добиться прекращения чего-то, мира там и так далее. Потому что с израильской стороны, которая гораздо лучше знает, что это за человек, значит, отмечается, что это боевик. Это один из руководителей очередного там какого-то крыла Хамаса, человек, который занимался не политикой все это время, не переговорами, вообще не решениями политических вопросов. Это самый настоящий боевик высокого там уровня в рамках Хамас. И правильно говорят представители Израиля о том, что это свидетельство, это сигнал, демарш, на что будет делать Хамас акцент дальше. На продолжение того, что делали и раньше, террористической деятельности. Поэтому это назначение, оно скорее дает карты в руки Нетаньяху и тем в израильском руководстве, вооруженных силах, спецслужбы, которые считают, что надо добивать Хамас до конца, иначе задача решена не будет в плане обеспечения безопасности Израиля. Помимо всего прочего, этот Синвара являлся одним из организаторов вот этой террористической операции, которая имела место 7 октября, последствия которого вот весь мир сейчас, и прежде всего Ближний Восток,
переживает. Тут еще одна информация, о которой я хотел с вами поделиться, но хочу предупредить сразу. Есть такая вещь в развединформации, непроверенная информация. То есть, ну, если это средство массовой информации на Западе, то для ее публикации нужно иметь не менее 2 источников. А что касается в разведке информацию, то она может быть настолько важной, что нет один только источник, он не проверен, но информация настолько важна, что ее сопоставляют, не просто ориентируются на источник, есть еще один способ проверки. Это другая информация, косвенная, допустим, информация, которая может подтвердить вот то, что вот сейчас поступило. И, может быть, не стоит сразу делать выводы из этой информации, поскольку она еще, ну, не 100% подтверждена, или там на 90%, а просто иметь ее в виду при оценке ситуации. Хотя бы для того, чтобы не сделать роковой неправильный шаг. То есть речь идет, как вы понимаете, именно о очень горячей обстановке, очень горячем развитии и взрывоопасном развитии событий. Так вот, по поводу Хани, его ликвидации. И есть такая информация, что он не был устранен израильскими спецслужбами. Но американцы сразу сказали, что это не они. И даже израильтяне, которые не скрывают свою причастность к ликвидации одного из лидеров Хизбаллы в Бейруте, по поводу Хани они не берут ответственность на себя. И американцы не берут. Ну, так в массе своей наблюдатели, журналисты, все-таки, значит, кто может сделать? Они израильтяне. То есть подразумевается все-таки, что это сделали израильтяне. И до сих пор Иран, который готовит вот этот удар ответный, якобы, по Израилю, тоже, видимо, исходит из того, ну, то есть приписывают это израильским спецслужбам. Но есть такая информация, согласно которой его убили свои же. И, как бы она дико ни звучала, есть косвенная информация, которая говорит, по крайней мере, о том, что это невозможно. Объясняю. Эти же люди, которые были молодыми еще во времена Советского Союза. И помню, когда учился в университете, у нас было представителей там, свыше 110 стран училось, и огромное количество палестинцев. И потом, когда я уже работал в агентстве, в спецслужбе, то есть в разведке, и когда мы обсуждали вопросы вербовки, где вербовать, кого вербовать и так далее, мы на служебных заседаниях слышали интересные вещи. То есть с американцами, это с главным противником, с НАТО, второй главный противник, с Китаем, это тоже главный противник был. Вопрос с вербовками стоял очень остро. Было мало, трудно было, я неоднократно об этом говорил. И это ушлые опера компенсировали, и вообще спецслужба компенсировала это работой по агентуре третьих стран. И палестинцы это был, ну, клондайк для этого. Дошло до того, то есть расцвет это все получил, вербовка палестинцев получила при Крючкове, закаленном бюрократе, который, значит, поднаторел в этих бюрократических играх. Но это фактически все фейк было, потому что палестинцы, они вербовались с криком «Ура!» за родину и желательно всеми семьями. Потому что это среди них был один из немногих шансов сделать себе карьеру. Палестинцы, вот, то есть у нас были разные, как я вам сказал, студенты, и все они, даже этнические, они были разными студентами. Вот из Индии это одни из лучших, усердные ребята, которые грызли гранит науки. Ливанцы там, да любых взять. Хуже, чем палестинцев, студентов не было. Это были патологические бездельники. Зато болтологии о внешней политике, ну, бестолковой в основном, хоть отбавляй. И поэтому они вербовались. То есть они не готовили себя работать в качестве специалистов. Они готовили сразу с молодых лет работать в качестве агентов на Москву. Ну, там, продвижение по службе, политическая карьера и так далее. И Яша Арафатов, ну, этот вам конкретный пример. Да взять нынешнего лидера арабского, я с ним практически на одном факультете учился.
То есть их вербовали десятками и сотнями. И дошло до того, что только один человек, которого назначили директором или самым начальником первого главного управления, это было под конец 80-х годов, он сказал: все, точка, он запретил их вербовать. Он говорит: мы засорили, загадили весь агентурный аппарат внешней разведки вот этими палестинцами. Хватит, остановитесь. Запретил, такого в истории не было никогда. То есть, к чему я это все рассказываю? Что там же как было, как я говорил, это не шутка, вербовали семьями, значит, папа, или как, молодой студент, завербовали, потом, значит, он женится, у него появляется сын, папа вербует сына, сын вербует потом своего сына, вербовали племянников, внучатых там, ну, в общем, короче говоря, вот так оно все разрасталось, и получалось, что в Палестине, ну, тогда это было не нужно, все как-то так справлялись с теми силами, что есть, а сейчас это уже в 4-м поколении где-то получается агентура, и они везде. И я не могу себе представить, ну, если Хамас, лидер палестинцев, значит, если он агент нынешних российских спецслужб, то Хани просто не мог не быть агентом, хотя он не учился в университете дружбы народов. Но это было не обязательно. Его мог тот же самый Арафат в свое время завербовать или какой-нибудь другой агент из палестинцев. То есть, ну просто исключено, чтобы на какую-то высокую должность в той же этой самой в Хамасе сел не агент нынешних российских спецслужб. Была интересна такая информация, вот этот город, который израильтяне сейчас пытаются оттуда выкопать глубоко засевших там боевиков Хамас. Это ведь подземный город, который был искусно построен, то есть всю глубину его пространство, его устройство только вот сейчас израильтяне начинают постигать и изумляться. Так вот, есть свидетельство того, что это ребята из метростроя, из московского, строили это все, вернее, под их руководством все это было. А там же какой опыт был при Сталине, строили в Москве, там тоже целые города под землей. И вот этот опыт, значит, то есть работали вместе. И это включалось в себя то же самое, торговлю оружием. Поставки там, иногда это, значит, было совместное бизнесовое мероприятие. То есть это стало с развалом Советского Союза. Тогда в финансовом плане все было чисто, получили деньги, или передали, или купили оружие, я имею в виду КГБ, отдало это все палестинцам. А сейчас там где-то поставили оружие, потом распилили, отмыли, поделили там и так далее. Арафат это был страшный человек в этом деле. Он прихватизировал или украл, ну, примерно половину из тех миллиардов, которые Советский Союз, а потом, значит, Раша давали организация ООП, Организация освобождения Палестины. И вот говорят, что Хани пошел по этому же пути. Будучи одним из главных лидеров Хамас, он участвовал в этих махинациях и таким образом прихватизировал миллиарды долларов, которые лежали там на секретных всяких счетах. Но это привело к тому, что его соратники, видимо, возмущенные, но не имевшие возможности это доказать, в конце концов его и хлопнули. И для меня вот одно из подтверждений того, что эта теория имеет смысл, ну, помимо всего, что я вам сейчас рассказал, значит, еще одно – позиция Ирана. Вот очевидно, что Иран, он если бы хотел бы, он бы ударил, или бы сейчас не предупреждал о том, что я ударю или когда ударю. То есть явно ситуация как-то она сливается. То есть Иран где-то в глубине души знает и понимает, что это не израильтяне, это не американцы, а это где-то, возможно, свои. Так что имеем это все, господа, в виду и следим за дальнейшим развитием событий. Тем временем несколько авторитетных сообщений в целом о состоянии российских вооруженных сил. Институт изучения войны сообщает, что в целом, оценивая состояние российских вооруженных сил, Раша вряд ли сможет провести новую наступательную операцию в Украине летом из-за нехватки материальных и людских ресурсов. И тут я сегодня, вот как предчувствовал это сообщение, сегодня я зашел в 6-ю палату очередной раз на соловиный помет замерить температуру среди пациентов. Выступал сам главный соловинопометчик и с озабоченностью говорил о том, что
ну, НАТО, вот сейчас точно НАТО готово воевать с нами и втягивает нас в войну против себя. Но эту тему вы знаете, они мусолили бог знает сколько, но сейчас совсем им стало ясно, что НАТО нас втягивает в это дело, это паршивое, злое НАТО. И начал он сравнивать, чем воевать будем, потенциалы боевые. И пришел в ужас. Под ружьем у Раши в 3 раза меньше живой силы военнослужащих, чем у стран НАТО. В 3 раза. А если брать мобилизационный потенциал, то в 10 раз больше, 140 миллионов, против, насчитали они около 12 миллионов в странах НАТО. Когда начали считать соотношение различных видов боевой техники, оказалось, что у Раши, ну, примерно на где-то 4 тысячи танков больше. Ну, 4 тысячи танков, там у Раши 17 тысяч, а у этих где-то то ли 12, то ли 14. Но это не имеет значения, потому что всем же нам понятно, что за танки у Раши там, они включили наверняка Т-34. У Раши еще есть там на пару тысяч больше артиллерии. Ну, тоже значительная часть этой артиллерии, это еще вот эти 20, по-моему, это времен Второй мировой войны или еще времен Иосифа Сталина после войны. А во всем остальном самолеты, я уже не говорю, самое главное качество. И он приходит к неутешительному выводу, что воевать-то нам нечего. Начинает с ядерной боеголовки, у них же все было, вот мы свою, значит, ядерную елду сейчас и как вдарим. Нет, спокойно посчитал ядерные боеголовки у Соединенных Штатов. Ну, у Раши немножко больше, чем у Соединенных Штатов, но зато в Великобритании, Франции это 500 ядерных боеголовок. А тут Китай. Но о том, что Китай, надо засчитывать их боеголовки в копилку Раши, там даже речи не шло. Нафиг это Китаю нужно. То есть куда как ни крути, нет возможности даже в прибурной фантазии представить какой-то вариант выигрыша или хотя бы ничьей в случае войны Раши против НАТО. Его осенила главная мысль. Мы должны заключать военные договоры. Военно-политические. Вот типа как Байден, господа. Теперь они только, эти дебилы, которые смеялись над Байденом, они только теперь поняли всю гениальность этого политика. Я неоднократно обращал на это внимание. Это союзы, которыми Байден опутал за 3,5 года весь мир вокруг Раши и Китая. Вот Russians только сейчас дошли. Нам нужны военные союзы. Ну, и тут совсем убийство. Он даже не развивал этот вопрос. Он так вот сказал, нам надо. Это маниловские мечтания, потому что, ну, во-первых, Китай ни на какой военный союз с Рашей не пойдет. Он принципиально об этом говорит. У него вообще нет никаких союзов военных ни с кем, а тем более с Рашей, который фактически ее рабом сейчас лежит. Бери, не хочу. 300 тысяч китайцев, то есть 300 китайцев посылай и забирай пол этой самой Маньчжурии или Дальнего Востока. А что касается других, вот говорит, надо среди стран глобального юга. Но это совсем уже понесло Остапа, причем глупого Остапа. Какого юга? С Бразилией они собрались заключать военный этот самый договор против Соединенных Штатов и НАТО. Или с Индией они собрались, или с Южной Африкой они собрались, или с Индонезией они собрались. С кем они собрались заключать военные союзы? Африка. Туареги наши. Как ни крути. Буданов всех уже перевербовал. Боевые туареги в Мали все наши. Нигер то же самое. Кстати, Буданов. Вот где он шорох может навести. Нигер, стратегическое государство, это один из крупнейших в мире поставщиков Yellow Cake, так называемый. Это один продукт уран, один из крупнейших поставщиков. В западный мир до недавнего прошлого был тесным союзником США. Потом туда влез Вагнер, американцы ушли. Буданов может стать героем западного мира, вот как Лоуренс Аравийский в свое время, да? Знаете эту историю? Кто не знает, рекомендую посмотреть фильм, прочитать. А если, то есть это тот, который освобождал от турков земли, там вот где на Аравийском полуострове, они подпадали под контроль или влияние британской короны. И если Буданов сотворит чудо и вернет Нигер в лоно западной цивилизации, но это все, это значит будет Буданов нигерийский тогда, ни больше, ни меньше. Короче говоря, то есть туареги наши в Африке. То есть единственное, что могут сделать российские спецслужбы, это лучник или отряд спецназа племени Тумбу-Юмбу поставить, значит, заключить с ним военный договор. Или в Уганде там с каким-нибудь видным
как называл Шойгу, когда был еще министром, говорит, вот к нам приехали видные военноначальники. Ну, то есть смешно просто, смешно. И вот в этой ситуации эти идиоты и оказались. Последнее короткое сообщение, но очень важное. Мексика пригласила Путина на инаугурацию вновь или недавно избранного президента Клаудии Шейнбаум. Она состоится 1 октября. Официально об этом не заявлено, но значит, американские средства массовой информации выудили это из Москвы, из какого-то средства массовой информации, по-моему, из «Известий», которые, значит, сказали, подтвердили, что получено такое приглашение, где-то лежит там на Смоленской вражеском МИДе. И это очень интересно, потому что Мексика, она подписала договор, и она является членом, значит, вот этого международного соглашения, в результате которого возник Международный уголовный суд. И вот вопрос, приедет ли Путин или не приедет? Я с большим интересом буду ждать ответа на этот вопрос. Напомню, что Мексика является одним из крупнейших в мире торговых партнеров Соединенных Штатов Америки вместе с Канадой. Поэтому следим, господа, и помним о близости Мексики к Соединенным Штатам Америки. Думаю, конечно, он не придет. И последнее. За последнюю неделю в Соединенных Штатах было проведено 18 опросов, национальных опросов, то есть на всей территории Соединенных Штатов Америки, общественного мнения по поводу того, кто лидирует. Камала Харрис или Дональд Трамп. Так вот, из этих 18 опросов последних, в 17 лидирует Камала Харрис. А один вопрос, у них шансы равны. Еще раз, из 18 Дони не выиграет ни в одном. Но здесь я хочу подчеркнуть, что национальные, то есть в Америке, непрямые выборы. Выбирают в каждом штате выборщик, и вы знаете историю. И очень часто те, кто выигрывает общенациональные выборы, проигрывают в реальных, тех, которые делают кандидата президента. Вот последний пример – это Хиллари, которая выиграла общенационально. Но, тем не менее, тенденция налицо, потому что вот совсем недавно, еще неделю до этого, там лидировал Дональд Трамп. Тенденция видна. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшнее видео. Как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет, он обязан быть разбит вдребезги. Победа будет за нами. Карфаген будет разрушен. Но пасаран, господа, русофашизма не пройдет. Выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч.